Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз «Личная жизнь» до конца 2024 года. И это у нас год дракона, очень благоприятен как раз он для построения теплых, искренних отношений. Ведь дракон ценит дружбу и все, что надежно, все, что идет от души, от сердца. Дракон не терпит фальши. И это говорит о том, что мы будем большими реалистами в 2024 году. Давайте, мои дорогие весы, узнаем, как проявит себя партнер. Будет ли новое знакомство в вашей жизни и какие возможности, как изменится ваша жизнь или какие возможны перемены в течение 2024 года. У нас будет несколько позиций, но первое – это ваше настроение, это вот вы сами, общий фон, то, что исходит от вас или на что вы настроены. Вот давайте ваше где-то состояние на личную жизнь. Для весов очень важна личная жизнь в плане надежного партнера, теплого, уютного дома. Это для всех важно. Но вот для вас вы любите порядок, чтобы у вас как-то было организовано. Поэтому где-то могут быть, поглощать вот такие эмоции, не самые приятные, положительные, именно от того, что, что-то не обустроено. Итак, это общий фон. Вторая позиция. Что вам будет помогать или ваши сильные стороны? Как проявится к вам ваш партнер? Или как проявит себя человек? Возможно ли новое знакомство? Будут ли новые отношения? Будут ли новые люди в вашем окружении? Давайте узнаем также. Что вам может помешать? Достанем одну карту. И ваши возможности, может быть, на перспективу, уже с заходом на 25-й год. Или сюрпризы, подарки судьбы. И совет от карт. Итак, давайте приступим. Первые три карты мы их рассмотрим. Что у вас? Ух ты! У вас очень сильная позиция. Причем, вот смотрите, вы просто открыты миру, открыты новому. Видимо, любой драйв, но только не застой, только не рутина, только не болото. Потому что нулевой аркан как раз и говорит: игра жизни меня завораживает. Хочется, как и новизны, может быть, новых отношений. Или в прежних отношениях, значит, тоже все расставить по местам, чтобы, не было вот этого на душе тягостного состояния. А хочется, когда мы вместе заодно, все-таки у вас выпадает десятка кубков, правда? Да, прекрасный год. Вы настроены на то, чтобы быть счастливым. И это очень правильно, потому что для вас прекрасное время, мои дорогие весы. И, наверное, куй железо пока горячо. Есть еще и шестерка жезлов. Это карта победителя. О чем она нам говорит? Да, какую-то высоту или победу вы можете одержать. Вы можете, где-то... видимо, так обернуть ваши отношения, когда получится именно получить желаемое, или они будут в том ключе, как вы бы этого хотели, вас будет это устраивать. Вот что-то счастливое для вас определенно будет, мои дорогие весы. Но шестерка жезлов о чем? Удерживать это придется, быть внимательным, не расслабишься. Карта победителя нам всегда говорит о том, что держи ухо востро, и придется где-то проявлять участие, может быть, и в вопросах семьи для кого-то, да, если уже сложились отношения. А если это только построение семьи или новое какое-то знакомство, значит, тоже, личной жизни, своего рода труд, когда и время, и энергию мы туда затрачиваем, и для вас это все будет очень важно. Но чувство новизны, правда, тут нечего сказать. Хоть для тех, кто в паре, хоть для тех, кто сейчас один или одна. Все зависит от вашего желания. Но как будто звезды, ангелы-хранители, вселенная, пространство, мои дорогие, вам подыгрывает.
хочет или хотят, чтобы вы были счастливы. Хорошо, ваши сильные стороны. Вот такая сильная сторона по девятке жезлов. Это когда мы больше в обороне. Не тиражируем где-то свои чувства, эмоции, не откликаемся на все подряд. Может быть, прежде была какая-то история, когда вы или с чем-то поспешили, или поспешили открыться, может быть, кому-то. Вот здесь больше закрытая позиция и ваша очень сильная одновременно позиция, потому что выходит карта силы. У кого-то, например, даже если у нас выпадает король пентаклей, это может вполне проиграться как дела, работа, бизнес, или сейчас у вас прекрасный период для зарабатывания денег, по королю пентаклей проходят самодостаточные люди. Для людей семейных тут вообще прекрасно, но вы как будто со своим тогда партнером будете на одной волне. Он будет разделять ваши взгляды, он будет где-то вам надежным спутником, помощником, правда? И вы тогда словно будете заодно. Он будет принимать, что, может быть, у вас сейчас по работе какой-то период жизни, наиболее продуктивный, вы где-то будете или задерживаться, или больше уделять внимание. Вот абсолютное взаимопонимание и сильная позиция. Дом полная чаша. И когда да у вас практически все получается. Где-то будет помогать отчасти вот эта закрытость. Не транслирует то, что я, допустим, намереваюсь сделать. Вы можете вот такой позиции жизненной дать предпочтение. По этой карте нас ничто не должно застать врасплох, потому что она основана на прежних ошибках. Или на том, что, когда мы что-то делали или чем-то занимались, мы предполагали, что это пойдет в другом ключе. Но, видимо, вот опыт сын ошибок трудных вам тоже где-то помогает, создает вот эту сильную позицию, чтобы сделать что-то наверняка хорошо. Для себя, не с одним плюсом, а с 5 плюсами. И карта силы нам говорит, что у вас нет ничего невозможного. Стоит только захотеть раз, продумать какую-то стратегию, тактику два, и будь то вы один или одна, или будь то вы даже, может быть, с партнером, то тогда вас поддержат, да, и эта сила как будто удваивается. То, что вы себе поставите как в план минимум, план максимум, выложите в какую-то стратегию и тактику, не без этого по девятке жезлов, и наметите себе, может быть, как тезисом, что я должен или должна делать. Может быть, к части личной жизни это тоже где-то относится. Когда поставил цель и не вижу преград, я просто иду и получаю то, что я хочу, правда. Как же проявится партнер? Можно, наверное, дальше не смотреть. Удивительный расклад. Туз кубков. Вас любят, мои дорогие. И это может быть для кого-то из вас как тот партнер. Кстати, у кого-то может быть и на расстоянии партнер. Но все равно, видимо, это будет единение какое-то. Видимо, может быть, до этого периода вы были на расстоянии. Но потом, скорее всего, ваш уже союз, он будет целым, единым целым, точнее. По тузу кубков проходит все, и приятные эмоции, где-то ваша интуиция, да, и мы говорим, как проявится именно человек к вам, он будет где-то готов вам как и помогать, дарить любовь. Вас любят, понимаете, мои дорогие весы, как проявится. Хотя для кого-то из вас как проявится. Партнеру может быть так и тяжеловато. Может быть, какие-то планы у него собственные есть. И это у нас по рыцарю Пентаклей планы на самовыражение или на как достижение каких-то своих личных амбиций. И, может быть, ваш партнер будет где-то чувствовать себя дискомфортно, потому что у него как будто за спиной вот эта десятка жезлов, вязанка вот эта, когда так вот тяжеловато. Поэтому, наверное, какой-то элемент эгоизма проявлять не стоит определенно, потому что человек к вам относится с открытым сердцем, открытой душой. Более того, видит с вами продолжение жизни на долгие годы по рыцарю Пентаклей, марафонский забег, лет на 10-20, правда, сильная позиция. Может быть, и вам где-то придется ему даже помогать, если мы говорим
единении душ, или если мы говорим о взаимопомощи, о взаимоподдержке, ну, правда, вы тут заодно, и это здорово. Новое знакомство давайте посмотрим. Ну да, рыцарь мечей, может быть такое. Вы знаете, вам может быть рядом карта Иерофант, словно жизнь, может такой своего рода экзамен даже устроить. Ух ты как, аж два рыцаря. И знаете, один может быть, посмотрите, по рыцарю мечей проходят те люди, которые со сложными характерами, но которые могут нас, вас, мои дорогие весы, притягивать, потому что, ну, как-то вот пафосно умеют они говорить, правда? Или у кого-то из вас может быть ситуация, когда вы пошли решать какие-либо вопросы, и там состоялось это знакомство. Будет и другое знакомство, которое вот такое, знаете, более романтическое, более с какими-то приятными эмоциями, с вдохновением, может быть, с путешествием. Так вот, если один человек может быть более такой, ну, где-то жесткий или настаивает на своем, или склонен доказывать свою правоту, а второй может быть совершенно другой, который, ну, скорее готов раствориться в партнере и... Ну и все на этом, потому что по рыцарям нет далеких перспектив. И у вас два рыцаря, и как будто нет перспектив. Хотя между ними верховный жрец, и это может о чем говорить. Для кого-то из вас это проверка на прочность вашего союза. Правда, вы можете столкнуться с такими людьми, познакомиться с такими людьми. И чтобы они не транслировали, повторяюсь, это все-таки рыцарь. Вот на уровне рыцаря и останется что-то. И в данном случае верховный жрец может говорить о том, что это вот, знаете, как экзамен жизни, который придется сдать. Э, Как будто соскользнем мы на вот эти предложения или внимание, которое может льстить вам, мои дорогие весы. Но два человека, и это не говорят нам о чем-то серьезном. Один может быть где-то таким, ну, взбалмошным, а второй может быть, ну, буквально и безвольным. Вот и такое тоже вполне может быть. Для кого-то из вас это может быть, знаете, как просто подсказка для людей, те, кто, может быть, из вас уже в паре, или у вас было знакомство, оно раньше состоялось, и вы дружили длительное время, а тут вы надумаете съехаться, может быть, жить вместе, может быть, узаконить ваши отношения, то где-то вот на первых порах вам придется совместить несовместимое, быть и реалистом с одной стороны, ну и где-то будут и, безусловно, приятные эмоции, комплименты, подарки, но вот это, как вот говорят, притереться друг к другу вам придется. Вот такое я тоже не исключаю. Что вам может помешать? Карта «Старший аркан Справедливость» может помешать. Ну, я не могу сказать, что тут помешать что-то может. Разве что какая-то история из прошлого. Все же по справедливости у нас проходят дела судебные. Может быть, какие-то препоны буквально в оформлении тех или иных документов. Особенно, наверное, для тех, кто сейчас один или одна. Или вот как раз вы собираетесь узаконить свои отношения, упорядочить. Такое тоже может быть. Так вот, какая-то процедура может тянуться долго. Вот это да. Для кого-то из вас это может быть причинно-следственная связь. Это та ваша прежняя история. Может быть и так. Когда, ну, может быть, была семья или были отношения, которые как раз были юридически оформлены, и вам нужно их будет расторгать. И тоже на это потребуется время. Или какая-то еще история себе может напомнить, может быть, не связанная с вашей личной жизнью, но связана с согласованиями в высоких инстанциях, либо, может быть, и суды, и так тоже бывает. Но вот как будто пауза. И если мы сделали что-то хорошо или правильно, тут самое главное, вам будет, ну, вообще для всех нас в 2024 году и на последующий период, пока Плутон в Водолее, собой не рисковать, в азартные игры не играть, в каких-то мутных сделках не участвовать, потому что как будто, ну, вот эта вот обратка, она к нам прилетает, увы. И что может помешать аркан справедливость? Может быть, прежде какой-то вопрос, ну, вот так вот вы его решили, и вы всегда так делали, но это как-то не очень согласовалось с законом, и здесь вот могут быть какие-то вопросы, которые вам придется просто закрывать.
Ну и каковы же тогда перспективы у вас или возможности? Глаза разбегаются, мои дорогие весы. Будьте реалистом, правда. Может быть, у кого-то это обилие внимания в ваш адрес, мы об этом уже говорили. Все же мы на личную жизнь смотрим. У кого-то возможности перед вами откроются новые, это об этом тоже говорят. Но и Аркан Ташот, он говорит, ты не зевай, ты все-таки будь реалистом. И вот нам карта об этом повторяет, хоть это и не карта, которая как совет идет, но все-таки замечтаться она не рекомендует, как будто нужно выбрать что-то одно. 7 кубков, а нам как будто в одну только сторону. Только один кубок мы должны взять, иначе, распылив свою энергию, мы потратим ее зря. И как раз то, что ценное, мы можем из-за невнимания упустить. И ведь это карта на продолжение или на какие-то возможности. Это карта фантазий где-то. Фантазия – это очень хорошо, потому что отчасти это наша мечта. И сначала это как мечта, потом мы это формируем в какую-то цель, намерение, составляем себе планы, да, или какой-то тезис, или, может быть, уже распределяем наши действия как-то. И в итоге-то мы можем этого достичь, сделать сказку былью, правда, почему нет? Но для этого, опять же, определиться надо сразу в 7 направлений. Мы как будто, вы, мои дорогие весы, не пойдете. Поэтому чего-то не упустить. Но возможности будут. И продолжение следует. Совет от карт. По рыцарю жезлов будьте готовы к неожиданностям. Будьте готовы, если придется быстро куда-то собраться и поехать. Или придут какие-то новости, когда вам тоже, ну, не соскользнуть на эмоции или не сказать себе, я подумаю об этом завтра. Нет. Вот именно в моменте здесь и сейчас у вас будет в течение, видимо, 24 года, ну, не одно дело, а может быть и несколько. Отчасти это может касаться, кстати, не только личной жизни, хотя для кого-то и по личной жизни. Может быть, придется совершить поездку, а то и переезд. И где-то недолго думать, ничтоже сумяшися, а быстренько так вот проанализировать ситуацию и при том, что готовы, что обстоятельства будут меняться, или какие-то альтернативные варианты появляются, или, может быть, обстановка вокруг вас, мои дорогие весы, будет тоже меняться, и вы на это не влияете. Ваша задача совсем правильно взаимодействовать и принять хладнокровно какие-то решения. Хотя энергия будет бить ключом, потому что все же жезлы – это у нас огонь. И, может быть, вот не в том ключе это будет идти, как вы хотели или себе распланировали, но придется учитывать обстоятельства вашей жизни или какую-то обстановку, или вопросы по законам, или по каким-то согласованиям, мои дорогие. Ну, может быть, отчасти где-то это как своего рода испытание, но все равно у вас очень сильная позиция, и вы совсем справитесь. Мои дорогие, вы должны быть счастливы. Повторяю уже теперь в конце нашего расклада. Поэтому перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.